причин отказа может быть огромное количество. Здесь я уверен, что мы отстоим свое и заберем ВНЖ, которое, собственно, положено человеку. Первое, что делает работодатель после увольнения иностранца, извещает управление, увольняются и думают, что их карта на 3 года, могу здесь жить. У нас один раз просто не приняли документы, потому что буква Z была написана не вот так вот, да, а была написана так и сверху черточка. Поменялся договор, поменялась цифра в договоре, сменил работодателя, никого не известил, получил на следующей карте гарантированный отказ. На следующей или на этой? На следующей карте. Ну что, мы дошли до причин отказа. Да. Хочется в этом видео разобрать топовые причины отказа в ВНЖ в Польше. По работе, по бизнесу, по студенчеству. У нас там сочный контент сегодня. Рассказывай. Давай сначала с общих причин, а потом раздробим это все детальней, да, в зависимости от того, на что люди подавались. Да, очень хорошая тема. На самом деле причин отказа может быть огромное количество. Наверное, в рамках видео мы даже все не озвучим. Но озвучим сейчас самое топовое за последнее 80%, время. Да, 80%. Да. Давай проговорим сначала ВНЖ по работе, основные причины, потом по бизнесу, ну а потом все остальные в виде студенчества, конкубинатов, воссоединений там, и всего прочего. Вань, почему важно понимать, какие у тебя причины отказа, какие они бывают и какой ты отказ получил? На самом деле, зная основные причины отказа, ты будешь детальней подходить к своему административному процессу и обращать внимание именно на эти нюансы. Зная, какие бывают причины отказа по ВНЖ, по бизнес-ВНЖ, по рабочему ВНЖ, ты сейчас, после этого видео, сможешь принять решение и, возможно, поменять свою цель пребывания. Услышав, какие бывают причины отказа, ты можешь принять решение, что, допустим, я не потяну по бизнесу подаваться, и все-таки лучше там пойти в бизнес-инкубатор или там по работе подаваться. Вот. Да, и специально для этого мы запустили диагностику для наших клиентов. Ты просто приходишь к нам и говоришь: моя конечная цель – паспорт. Да. Мы диагностируем полностью твой кейс, по всем винтикам и болтикам раскладываем, и на основании этого предлагаем тебе несколько решений. Каким образом лучше всего начать эту процедуру, начать этот процесс и как тебе успешно получить паспорт. Потому что на самом деле конечная цель плюс-минус всегда одинаковая. Для себя я зафиксировал топ-3 самых популярных целей, да, и подачи на ВНЖ. Это бизнес, работа и учеба. Если мы говорим про работу, основная причина отказа вот за 2024 год – это несвоевременное уведомление Управления по делам иностранцев об изменениях в твоей какой-то трудовой деятельности. Поменялся договор, поменялась цифра в договоре, сменил работодателя, никого не известил, получил на следующей карте гарантированный отказ. На следующей или на этой? На следующей карте. Окей. А как это работает? То есть я подаюсь с договором о работе, умова о праце или умова о злоцении. Совершенно верно. Говорю: вот, пожалуйста, дайте мне карту побыта на 3 года, потому что я вот здесь работаю, там, допустим, зарплаты хватает, всего хватает. Тебе выдали ВНЖ, потому что ты действительно работаешь, платишь налоги. Или работал на момент подачи. Работаешь, потому что тут важным моментом мы ежемесячно доносим документы в Управление по делам иностранцев, извещая о том, что мы работаем, мы платим налоги, вот наш ЗУС, вот наш ПИД, все у нас окей. Но если вдруг в самом административном процессе у нас меняется работодатель, то нам нужно заново собирать полный пакет документов от нового работодателя. Многие этого не знают, не делают, получают ВНЖ на основании работы, благополучно увольняются и думают, что их карта на 3 года, могу здесь жить. Но нет. Первое, что делает работодатель после увольнения иностранца, извещает управление в течение 15 дней о том, что он разорвал контракт. И, соответственно, направляет в Управление по делам иностранцев просьбу об аннуляции карты. Если он этого не сделает, это его ответственность. Твоя святая ответственность как физического лица, как человека, который обладает ВНЖ, также известить управление в течение 15 дней о любых изменениях. Сменилась зарплата, сменилось становиsko, должность, сменился контракт, ты переехал, например, с умови зліцення на умову о праці, да, тебя там повысили, дали более выгодные условия, или ты вообще ушел работать к другому работодателю. Обо всем нужно уведомлять управление. И в процессе, и в процессе, и после. Это как отче наш должно быть. Любые изменения,
Любые То есть изменения должны быть. другими словами, я получил карту, исходя из одного работодателя и одной зарплаты, и трудового договора. Потом я получил карту на 3 года, и через 1,5 года так случилось, что я поменял работу. Я должен уведомить Ужонт о том, что я поменял работу. Да, Если я не буду уведомлять о любых изменениях, связанных с моей работой, то просто следующую карту мне в ней откажут. есть риск просто не получить, потому что ты не соблюдал законодательство. И Понял. это сразу же видно, понятно абсолютно всем. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна легализация в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу напишите комментарий. А если вы хотите, чтобы мы поработали над вашей легализацией, над вашим кейсом, то внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Наверное, второй причиной отказа, самой популярной, является отсутствие опинии старосты. Что такое опиния старосты? Это решение воеводы, в котором четко написано, что на польском рынке нет поляков, которые соответствуют той позиции, которая открыта, собственно, в компании, куда ты трудоустраиваешься. Это решение нужно только в случае, если ты идешь подаваться на ВНЖ. И еще один маленький нюанс. Если ты идешь подаваться на ВНЖ в первые 3 месяца, оно у тебя должно быть. Но если ты проработал в компании более 3 месяцев, ты освобождаешься от получения опинии старосты. То есть не все так критично, как казалось бы. Иногда выгоднее подождать, а иногда, когда нет времени ждать, то лучше сделать документ и прийти с ним непосредственно для получения ВНЖ. У меня был такой кейс, когда там мои знакомые, они запросили такое разрешение и написали список требований, которые должны быть специально, чтобы взять того человека, которого они хотят устроить, да, чтобы поляк точно не подходил. Ну, понятно, можно писать язык, да, то есть можно писать русский, украинский, белорусский, ну так, чтобы наверняка. Но они там немножко заигрались с дипломами, подтверждающими то, что человек должен уметь. И эти же дипломы потом у этого человека запросили. И спросили, а у вас у самих есть дипломы эти, которые вы требуете? И тут, опа, тут может быть нюанс. Поэтому людям такая справка, да, надо, как ты сказал, адекватно... Не заиграться. Да, не заиграться. Окей. А у меня был, кстати, кейс, где белорусу получали данный документ и написали требования к знанию языка C2. Угу. Он не заговорил на C2 на белорусском. Мало кто говорит на C2 на белорусском, и это тоже такой нюанс, но накладывает свой отпечаток. Поэтому очень важно смотреть в то, какие требования ты выставляешь, и вообще соответствуешь ты им потом или нет. Первое, если поменялись условия у работодателя. Второе, это нет разрешения от воеводы. Ну, а третье, устроились на работу классически, 2 месяца поработали, больше не платите налоги, ловите отказ. Такое тоже часто бывает. Многие не рассчитывают на столь долгосрочную перспективу получения ВНЖ в Польше, поэтому слетают. Доходит до банального. У нас один раз просто не приняли документы, потому что буква Z была написана не вот так вот, да, а была написана так, и сверху черточка. Нам сказали, нет, у нас такой буквы нету, и до свидания. Ну, это, я думаю, такие кейсы супер узкие. Они не супер узкие, они очень внезапные. Когда ты стоишь в управлении, у тебя вот такой пакет документов, сидит жена и 2 детей, а тебе инспектор говорит, а у нас в алфавите нет такой буквы, иди отсюда. Но как бы узко не узко, но это влияет на человека в целом. Да, надо будет опять бежать, договариваться, искать, что делать, поэтому надо идти максимально подготовленным. Естественно, выход за рамки, там, где мы ставим роспись, тоже очень распространенная причина отказа. Вышел за рамки росписью, гарантированный отказ. Поэтому каждая запятая, каждая буковка должна быть читаемая, идентифицируемая. Человек должен со средним образованием понимать, что вы там написали. А именно такие люди и работают в Ужонде обцекраевцев. Я надеюсь, все-таки, что там есть это разные юмор, люди. Это юмор. Окей, по работе все? По работе в основном основные причины, да. Есть еще миллиард других, но это как бы такие менее распространенные, не очень часто встречающиеся. Окей. Если говорим про бизнес, классная штука, и сейчас расскажу, наверное, многим помогу предпринимателям, бизнесменам, которые ведут с полки отсутствие разрешения типа Б при подаче на ВНЖ. Бухгалтерии не знают об этом,
они не говорят, это не их зона ответственности. Юристы, которые открывают компанию, часто не говорят об этом, это не обязательный документ. Но когда мы идем на ВНЖ, он вдруг становится обязательным. Получить его нужно, если ты будешь получать доход как директор компании на территории Польши больше 6 месяцев в календарном году. И, соответственно, с этим разрешением на работу типа Б для директоров компании ты должен уже прийти на ВНЖ. Не будет разрешения, не будет ВНЖ. Многие не получают, потому что просто про это не знают. А для того, чтобы было проще разобраться, собственно, кому нужно получать это разрешение, кому не нужно получать, какие требования к получению этого разрешения, видео можно вот тут посмотреть. Мы его там оставим. Что еще? Какие еще причины отказа? Самое главное и самое интересное, что корпоративные налоги уплачены так, как требует того ситуация. То есть мы показываем 12 среднестатистических зарплат по воеводству в течение финансового года, но учредитель и директор компании вдруг забывает про собственные доходы. Он просто выводит себе остаток, а хватает этого остатка для покрытия жизни в Польше в виде аренды жилья, прожиточных минимумов на свою семью. Часто об этом забывают. И а какая там средняя сумма? То есть если вот взять Варшаву, то я плюс жена плюс ребенок это где-то 1007 злотых сейчас. Давай ориентироваться проще. Средняя стоимость жилья на семью из 3 человек с ребенком в Варшаве. Сейчас 5,5-6 тысяч злотых. Допустим, 5000 злотых. 5000 злотых. Жена и ребенок – это по 700 злотых, но мы рекомендовали бы закладывать не 700, а все-таки чуточку больше, да, хотя бы 1000 злотых для того, чтобы это выглядело правдоподобно. Итого получаем минимально 7000 злотых, которые ты должен получать в руки. И, собственно, без этого дохода получить ВНЖ будет невозможно. И многие про это забывают. И узнают тогда, когда получают, собственно, негативное решение, где написано, что член правления компании не доказал, что у него есть вообще деньги на существование в Польше. Ну, потому что по налогам, по доходам непонятно, не хватает. Основные причины, наверное, мы сейчас проговорили. Да. Естественно, сюда укладывается сразу же несоблюдение основных требований, а это на выбор одно из 3. Первое, мы показываем бизнес-план, в котором рассказываем, как заработаем необходимую квоту в рамках воеводства для того, чтобы показать прибыль. Второй вариант, мы нанимаем 2 сотрудников, которые не требуют дополнительного разрешения на работу, но редко кто этим пользуется, потому что очень дорогое решение. И третье... Собственно, показываем KPI, да? Показываем KPI, да, 12 среднестатистических зарплат по воеводству, закрытых в финансовом году годовой декларацией. Окей. И если это ИП, как ИП так же самое работает? Абсолютно идентично. Нет разницы, спулка это или ИП. Просто в ИП ты сразу фиксируешь свою как бы чистую прибыль, и она учитывается в ужонде иностранца. Да, совершенно верно. Хорошо. То есть, по сути, невыполнение какого-либо из критериев, одного из на выбор, тоже накладывает отпечаток негативного решения. В нашей практике есть абсолютно рандомное. Как я и говорил ранее на других видео, иногда складывается впечатление, что документы даже не открывали. Там могут быть абсолютно рандомные отказы. У нас был очень интересный случай, когда человек в производство инвестировал порядка 1 000 000 злотых, за год сделал оборотку в 700, пришел в управление за картой, ему говорят, не дадим. Вы не доказали, что вы заработаете необходимую квоту денег и с нее заплатите налоги. Человек объясняет, извините, но у меня производство, там другая модель. Я вкладывал деньги в оборудование, там, в ремонт и так далее. Сейчас я их отбиваю. Вот смотрите, я за год заработал 700. Еще год, и я выйду в прибыль. Ему говорят, нет, ты не выполнил требования. Год прошел, у тебя вот в статье закона четко написано, покажи годовую декларацию. Не можешь показать, иди отсюда. И чем закончилась история? Судом. Судимся То сейчас. Есть, вы дошли до первой, была первая инстанция, вторая еще раз подались, да, на апелляцию, и вот сейчас судом. Ну, точнее, 1 раз на апелляцию подались, получили отказ, и сейчас сразу же пошли в суд. Интересно. Закончится все хорошо, потому что суд рассматривает это не с точки зрения математики. 1 000 000 вкинули, 700 отбили, значит, как бы минус 300 000. Суд все-таки смотрит на реальные факты. И здесь я уверен, что мы отстоим свое и заберем ВНЖ, которое, собственно, положено человеку. Да. И плюс компенсацию какую-то. Совершенно верно. Моральный и плюс ущерб. компенсацию. 10 злотых в день.
Да, многие индивидуальные предприниматели сыпятся на пункте показать доход 12 среднестатистических зарплат, потому что не все индивидуальные предприниматели сразу сходу зарабатывают Ну да, необходимую кстати, квоту могут денег. такую сумму заработать. И Это сколько по Варшаве? Это сейчас где-то 90 тысяч злотых, да? 95, скорее, Уже вот так. 95 даже. Около 95 тысяч злотых. И когда ты индивидуальный предприниматель, который начинает только свой путь, к примеру, у тебя зарплата 1000-1200 долларов, но ты не добежишь до необходимой квоты. Тебе не получится этого сделать. Придется бизнес-план писать. Да, бизнес-плану тоже навряд ли поверят, потому что совместно с бизнес-планом тебе нужно подавать контракты, которые подтверждают твои слова в бизнес-плане. И если у нас в контракте написана одна цифра, а в бизнес-плане написана другая цифра, то риск неполучения очень высок. Поэтому тут уже важно оценивать и проходить диагностику с нами, чтобы мы понимали, на какую процедуру лучше всего направить человека, где он себя будет чувствовать комфортнее, где он выполняет законные требования для того, чтобы получить ВНЖ. Окей. И у нас, кстати, про бизнес ВНЖ есть подкаст на канале, и он же в это время выйдет. Мы там разбирали как раз 50 минут, как это работает, да? Поэтому люди тоже могут посмотреть. Хорошо, учеба. Учеба. На самом деле сейчас основными отказами являлось то, что человек не может доказать, что он здесь сможет жить за собственный счет. То есть у него должны быть деньги на 12 месяцев аренды жилья, согласно договору аренды. У него должен быть прожиточный минимум, и у него должны быть деньги на возврат обратно на родину. Редко кто студенту в руки даст столько денег. А какие это цифры? Давай накинем. То есть, допустим, он снимает комнату, не квартиру, а комнату. Это там... Порядка 40 тысяч злотых в периоде года. Вот я тоже такую цифру слышал, где-то 40-50 тысяч. И они у него физически на счету должны лежать? Они должны не то что лежать на счету. По счету должно быть видно движение этих денежных средств. Что он платил за квартиру. Что он платит за квартиру, что он покупает себе там еду, не знаю, может, домой ездил. То есть должны быть транзакции. Просто выписки из банка, к сожалению, сейчас уже недостаточно. А раньше работало, кстати. Раньше были люди, которые за деньги давали деньги. Ты их вложил в Millennium, и они... Было такое. У нас есть партнер, который занимался конкретно студентами. Человек сейчас в шоке, потому что все, просто закрывается. Лавочка, да? Да. Хорошо, а если я как студент приехал, и я только первый месяц здесь, и хочу сразу подаваться на ВНЖ, не хочу там по визе сидеть, хочу подаваться, но у меня нет еще движения денежных средств. То есть я как это происходит? Кладешь на счет, записываешься в управление, как раз пока подаешься. очередь. И проходит 2 месяца, и ты уже показываешь движение уже денежных средств. Да. Ну, глобально, то есть я ложу там 40 тысяч на счет, это 10 тысяч долларов сейчас у нас примерно. Да, плюс-минус. И начинаю их просто здесь тратить. Совершенно. И вот в чем здесь отказ? Когда люди недостаточную сумму ложат, что пишут в отказе? В основном пишут, что не доказал, что хватит денег на год обучения в университете. То есть мы не доказали, что наших денег на счету хватит для того, чтобы дожить до конца года и купить билеты обратно домой. Все, условно у людей там 10-20 тысяч лежит, а надо там 40. Да, совершенно верно. Что-нибудь еще по студентам? По студентам в основном, наверное, сейчас все. Полициальная школа, я думаю, что даже рассматривать не будем, потому что там крайне негативная всегда почти сценарий. И сейчас порядка 90% отказов по полициальным школам. Никто теперь не хочет давать ВНЖ на основании полициальной школы. Да и необходимость в полициальных школах отпала. С Нового года дипломы не будут подтверждать знания языка B1. Поэтому сейчас я думаю, что волна пойдет в университет, и все начнут получать высшее образование. Возможно, это не самый дешевый способ, потому что это уже за это надо платить. Если в школе полициальной ты платил 500 злотых за полгода, то тут... Там ты становился из предпринимателя флористом, а в университете ты можешь подтянуть то, что тебе необходимо. Маркетинг, да, кстати. Продажи или еще чего-либо. Как вариант. И тут образование все-таки европейское.
Да, и диплом, который будет котироваться потом на B1, и который у тебя никто не заберет. Но, правда, и университеты сейчас уже ужесточают требования к поступлениям, поэтому сейчас все крестим пальцы и ждем изменений в законодательстве Польши. Если по воссоединению с супругом, там, муж или жена, да, вот по воссоединению. То есть я, как муж, подаюсь по карте по бизнесу либо по работе, вот это самый популярный кейс, а моя жена подается на основе меня. Если смотреть на воссоединение семьи, когда вы находитесь в законном браке, то главное предоставить документы, то есть свидетельство о браке, переведенное нотариальным переводчиком. Но этого, в принципе, хватает. Плюс покрытие, естественно, денег на проживание супруги здесь, если она не работает. В целом мы видели такие отказы, но это... Процедура чуть по-другому называется. Это когда ты живешь гражданским браком с человеком, и ты живешь более 3 лет. По таким случаям бывают отказы, но они в основном потому, что люди не могут доказать, что они совместно прожили 3 года. А там нужно совместные поездки на отдыхе, совместные оплаты счетов, договора аренды. Где они вдвоем вписаны, допустим. Да. И, соответственно, это накладывает отпечаток, иногда людям не удается этого показать. Ну, например, там весь наш пост СНГ мужчины все-таки стараются обеспечивать женщины, как бы женщины иногда не присутствуют в оплатах счетов коммунальных или за квартиру. И попробуй потом докажи, что вы жили вместе. Но, опять-таки, если знать, как это делать, если знать, какие документы нужно готовить, безвыходных ситуаций не бывает. Основные причины мы прошлись. Есть много причин, которые мы сейчас не назвали, но это такие уникальные случаи, да, когда я говорю... давай мы, знаешь, как сделаем? Давай пусть люди напишут в комментариях, какие причины отказа были у них, и мы прям можем откомментировать эту ситуацию, дать какую-то обратную связь. Может, прямо сейчас человеку отказали, когда он это видео смотрит, он его так и нашел, и мы можем ему дать какую-то рекомендацию, либо пригласить там на диагностику, либо просто что-то посоветовать. Супер. Если вы получили отказ, который мы сегодня не проговорили, вы не знаете, что с этим делать, да. Пишите в комментарии прям, да? Пишите в комментарии, возможно, наши менеджеры вас найдут, а возможно, вы оставите заявку, и наши менеджеры с вами свяжутся и решат вопрос. Да. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.